Здравствуйте! Мы продолжаем наш рассказ о выдающемся гитаристе Стиви Рэй Воене. В прошлый раз мы остановились на Дэвиде Боуи и его впечатлении о игре этого талантливейшего гитариста. Так вот, Боуи тут же сказал окружающим: этот человек должен играть у меня. А вы знаете, тогда, в 1981 году, Дэвид Боуи был уже очень влиятельный и весомый. Он уже был, что называется, состоявшимся человеком в музыке, в шоу-бизнесе. И поэтому то, что он задумал, то так и получалось. И вот на своем альбоме 1983 года «Let's Dance» он и записал Стиви Рэй Воена. А я вам скажу, что это была знаковая пластинка во многих отношениях. Боуи «Let's Dance», 1983 год. Почему? Потому что там прозвучал хит, нетленный хит «China Girl», китайская девушка. Там, если вы прослушаете этот альбом, я рекомендую начинать знакомство с творчеством Стиви Рэй Воена, как это ни парадоксально, именно с этой пластинки, не его, а Дэвида Боуи. Там вы его гитару сразу услышите. Вы знаете, настолько, вот нету у меня слов, она смачная, вкусная гитара, жирная такая. Вот все-таки Боуи мастак на поиске таких людей. И он, вы знаете, альбом такой поп-роковый, даже может ближе к дэнсу. Там блюзом и не пахнет как таковым. Но гитара Стива Рэй Воена, она просто украшает альбом. Некоторые вещи, но это... Конечно, Боуи был в восторге. Но сам Стиви Рэй Воен не особо, потому что он говорил, что это не моя музыка. И вообще-то мы с Дэвидом договаривались немного о другом. А получается, что он записал пластинку, и как-то мне уже и сотрудничество продолжать не хотелось. И я потихонечку понял, что стезя моя исключительно блюз и блюз-рок. А почему пластинка была революционная? Потому что в 80-х годах блюз и блюз-рок фактически из жизни музыкальной выпал. Были другие жанры. Та же новая волна, хэви-метал, они оттеснили блюз-рок, и это было вообще дремучей архаикой. Но вот благодаря таким музыкантам, как Дэвид Боуи, они поддерживали всегда это искусство и выжили такие, знаете, тогда и появились. Выжил Рори Геллахер замечательный, Роберт Крей, 80-х классные пластинки. То есть это те люди, которые... И наш, конечно, герой, Стиви Рэй Воен. Денег, которые ему отвалил Дэвид за участие в альбоме, хватило с головой на выпуск дебютного альбома Стиви Рэй Воена, который вышел в 1983 году. Этот альбом сразу оставил большой след в умах любителей блюза и блюз-рока. И до сих пор, вот, готовясь к ролику, я, конечно, всегда переслушивал. Вот вы знаете, вот все-таки опять же, нет слов. Вот игра этого гитариста просто, давайте скажем так, каким-то сиянием обладает. Вот слушаешь, вот приятно, насколько все точно, все четко, а с другой стороны все на импровизе. То есть это какая-то там высшая музыкальная математика, притом с такой душой. А когда вот начинаешь понимать, а в чем секрет, например, того же звукоизвлечения? А вот знающие люди говорят, что Стиви Рэй Воен устанавливал на свою гитару одни из самых возможных толстых струн, которые могут быть. И оттягивал он их так, что вот они даже вот звучат так по-своему. Он очень много внимания уделял звуку. Перед каждым его концертом был длительный саундчек, подготовка. Он очень обращал внимание на все мелочи и нюансы, потому что, вы же понимаете, все складывается из мелочей. И поэтому его концертные выступления просто блестящие. В Ютубе полно материалов, достаточно. Но вы понимаете, что они по своему звучанию, хоть у него фактически-то была концертная деятельность, давайте говорить так, с 81 по 1990, но эти периоды даже четко видно, как сам менялся не только в плане музыкальном, но и физически Стиви Рэй Воен.
Период с 84 по 86 год был у него страшный. Он находился в сильнейшей наркотической и алкогольной зависимости. Не хочется копаться в этом, но скажу, что про него ходят до сих пор легенды. Он пил все, что текло, горело, все, что можно было из наркотических веществ употреблял. То есть был такой универсал, многостаночник, который, в общем-то, не останавливался ни перед чем. Случались и казусы. Раз в Лондоне он упал на сцене, слава богу, не сильно покалечился. То есть, ну, как он сам говорил, наступил такой момент, что он понял, что это все, край. Он с утра просыпался первым делом в лучших традициях многих наших людей, употребляющих. Накатит полстакана виски, забьет ноздри коксом. И то есть человек приходит в форму. Многим надо утренняя гимнастика, а тут зачем гимнастика? Есть более актуальная процедура. Конечно, она намного более дорогостоящая, но тем не менее. И вот вы знаете, что самое удивительное? Гениальность никуда его не делась. Да, немножко есть моменты миловатые, но все равно на сцене он отдавался от А до Я. Прежде всего, рекомендую вам посмотреть, он есть в YouTube в свободном доступе. Сумасшедший по силе студийник, записано в студии Альберт Кинг, выдающийся афроамериканский блюзовый гитарист, и Стиви Рой Воин. Это все снято очень дотошно в Торонто, в Канаде. Качество хорошее, 83 год. И вы сразу поймете, что откуда ноги растут. Конечно, Стиви Рой Воин даже в своем имидже немножко, да не немножко, сильно подражал Джимми Хендриксу. Та же манишка, те же рукава, те же украшения, ювелирные изделия, шляпа, то есть чувствуется. Но все-таки таланта там бездна. И о Хендриксе мы забываем. Хотя Стиви Рой Воин всегда это подчеркивал. И Хендрикса композицию Voodoo Child он всегда играл на своих концертах. Я скажу вам, исполнение просто гениальное. Вот даже сравнивали мы, ставим Джимми Хендрикса Voodoo Child, тут же Стиви Рой Воина Voodoo Child, задаешься вопросом, а что лучше? Хотя, наверное, некорректно двух таких гениальнейших музыкантов сравнивать. Но дело было за малым, надо было лечь в клинику. Когда такая ситуация, Стиви Рой Воин нашел мужество, подлечился, и фактически в 1988 году он уже был, как он сам говорил, чистый. В 1989 году вышла пластинка In Step. До этого были промежуточные пластинки. Все альбомы у него очень качественные. In Step он уже продемонстрировал нового Стиви Рой Воина. То есть все те же гитарные его заморочки и фишки остались. Но вот он, вы знаете, как какой-то более умудренный, что ли. Я бы не сказал стильный. Но мне вот, кстати, за счет вот этой умудренности он не так и нравится сильно. Потому что вот где, кажется, он мне моментами приглаженный. Ну, дело на любителя. В любом случае музыка класснейшая. Так вот, этот альбом закрепил его успех. Приглашения сыпались отовсюду. И надо ж такому случиться, что на одном из фестивалей в штате Висконсин 27 августа 1990 года после сумасшедшего по драйву и силе выступления на сцене джем был вместе с Эриком Клэптоном, Бадди Гаем, Джимми Воином, там же был и Стиви Рой Воин, Роберт Крей, то есть все на тот момент лучшие блюзовые силы. Получилось так, что после концерта, это было на курорте горнолыжном, музыкантов отвозили в Чикаго в аэропорт вертолетами. Было задействовано 4 вертолета, 3 вертолета удачно приземлились в Чикаго, а 4-го вертолета не дождались. Его долго ждали, пока утром информагентства не сообщили страшные вести, что разбился вертолет с музыкантами. Даже не уточняли сразу, но потом ближе к полудню появилась информация, что разбился Стиви Рой Воин. Вертолет в тумане врезался в скалу, и все
кто был на борту, члены экипажа погибли. Там были музыканты из группы Эрика Клэптона и Стиви Рэй Воин. Вот так вот закончилась жизнь очень славного, очень прекрасного человека и музыканта. Вы даже посмотрите на сцене, как он себя ведет. Вот видно, вот у нас говорят, есть хорошее выражение, или больной, или подлюка. Вот тут я вам скажу, и не то, и не то. Вот все-таки вот сияние чувствуется. Это вот только у великих музыкантов такое чувствуется. Ну, извините, немножко сделаю маленькую рекламу о нас. В книжке «Герои тяжелого блюза 2» за моим авторством, там в приложении очень много материалов о Стиви Рэй Воине. Подбирались они, в общем-то, пытались подбираться, я думаю, со вкусом. И даже вы видите символическая обложка. Но тут Стиви Рэй Воин не изображен, но над всеми блюзовыми. А здесь Эрик Гейлс, здесь же Лесли Уэст и Робин Трайвор. Над ними главенствует Джимми Хендрикс. Как бы смотрит с высот. Надеюсь, в раю находится наш герой. Поэтому я и мы все всячески вам рекомендуем слушать хорошую музыку, обращать внимание на наши ролики по возможности. Спасибо вам за просмотр. Всего вам доброго.